Привет, друзья! Я Антон Гросс, и вы на канале, где мы просто и понятно рассказываем об эмиграции и жизни в Италии. Сегодняшний выпуск посвящен двум популярным видам на жительство ВНЖ для цифровых кочевников и фрилансеров. Этот вопрос важен как для тех, кто уже живет в Италии и планирует сменить статус ВНЖ, так и для тех, кто только собирается сюда переехать. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Мы разберемся в разнице двух виз: виза цифрового кочевника и фриланс-виза, или виза для внештатного сотрудника, или, как еще называют эту визу, и вид на жительство ВНЖ для лиц свободных профессий. Для удобства, чтобы не путать понятия, я буду называть эту визу фриланс-визой. Ключевая разница виз и ВНЖ в том, что цифровой кочевник идет вне квот, а фриланс-виза по квотам. Хорошо это или плохо, сейчас разберемся. Лайк и начинаем. Если вы уже давно изучаете тему иммиграции в Италию, то знаете, что в Италии выходят квоты, в том числе для бизнеса, которым и являются, собственно, эти две визы. Почему отсутствие квот — это не всегда плюс? Если вы уже изучали вопрос иммиграции, то знаете, что Италия регулярно устанавливает квоты для различных виз, включая фриланс. Квоты всегда есть, и на практике они редко становятся реальной преградой. А вот визы вне квот, как у цифровых кочевников, дают консульству больше свободы в трактовке требований. Это значит, что даже простые правила могут внезапно стать сложными из-за дополнительных запросов. Также иногда квоты означают определенные ограничения для статуса в Италии, которые в нашем случае присутствуют как раз у Digital Nomad Visa. Пример. Для визы кочевника достаточно только документа о жилье в Италии. Это кажется простым, но без знания нюансов и тонкостей процесса можно столкнуться с неожиданностями. Например, с отказом, когда вы предоставили простую аренду через Booking. Я расскажу подробнее, как получить визу цифрового кочевника самому в другом видео, так что подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить выпуск и сэкономить деньги на услугах помогаек. Это большой плюс. С другой стороны, для фриланс-визы нужно собирать справки, и без помощи вам, скорее всего, не обойтись. Требования по закону одни, но и органы, где вы будете запрашивать разрешение, так и консульства, которые выдают визы, может трактовать их по-разному и просить дополнительную информацию и документацию. Без помощи тут будет непросто, и это минус этой визы. С другой стороны, у этой визы есть три главных плюса над визой Digital Nomad. Это, во-первых, более низкие требования к доходу для продления: 7000 евро у фриланс против 27 тысяч евро у Digital Nomad. Это примерные цифры. Можете уточнить у нас в личной консультации детали. Во-вторых, у фриланс, в отличие от Digital Nomad, нет привязки к этому статусу. Его можно сменить в любой момент в другой тип, например, в работу по найму или по семейным обстоятельствам. В-третьих, если вы лишитесь работы по удаленному контракту по Digital Nomad, вы уедете домой. А фриланс, если закроет дело, получит ВНЖ минимум на год со статусом ожидания занятости. Что же касается документов для близких родственников, в этом плане визы равны. После получения визы основного заявителя нужно получить разрешение на родственников для въезда в страну по визе. Других путей оформить семью нет. Для этого доходов должно хватать на всех, и нужно иметь жилье в Италии с достаточной площадью. Также нужно иметь доверенное лицо, которое запросит эти разрешения в префектуре и пришлет их вам. Это может быть ваш знакомый, который должен знать, как это делать, либо лучше всего иммиграционный юрист или адвокат. Пишите нам, мы поможем. Для обеих виз нужно подтвердить свой опыт. Для цифрового кочевника обязательно иметь высшее профильное образование. Для фриланса нет. Достаточно иметь опыт в выбранной сфере, который, как доказать, тоже большой вопрос. Также, естественно, Digital Nomad подразумевает удаленную работу по контракту. На бумаге контракт по требованиям приравнен к синей карте с годовой зарплатой минимум 27 тысяч евро. А также опыт этой работы как минимум 6 месяцев, то есть уже нужно работать удаленно. У фриланса не обязательно иметь действующие контракты или клиентов в Италии. И сумма, как я сказал, доходов значительно ниже как для получения визы, так и для продления. Оба визы консульства Италии в России продолжают выдавать и в 2025 году. А что по налогам, спросите вы? И тут можно выделить преимущество фриланс-визы перед цифровым кочевником, так как доход от работы по найму в Италии, каковым и является доход от удаленной работы
работы облагается ставкой от 23 до 43%, в то время как фриланс– это предпринимательский ВНЖ, который позволяет открыть ИП сразу или где налог на прибыль составляет 5%. Конечно, можно попытаться запросить льготу для цифрового кочевника, но здесь много тонкостей и важно не допускать ошибок, так как ошибки в будущем будут стоить в прямом понимании очень дорого. Да, ИП платит социальные взносы, но они списываются с налогооблагаемой базы, в то время как цифровой кочевник должен будет оформить платную страховку. Можно ли уйти от налогов? Всегда. Но помните, что это преступление, и иногда даже уголовное. Более того, для цифрового кочевника в законе предусмотрено, что полиция контролирует процесс выдачи налогового номера и начала дела. И кочевник обязан получить налоговый номер партита ИВА. Также полиция извещает налоговую о том, что иностранец получил этот тип ВНЖ, и налоговая обязана сообщить, если нарушение в бухгалтерии кочевника, в то время как для фрилансера таких проверок нет. Представьте, что вы зарабатываете до 85 тысяч евро как цифровой кочевник, платите 5% подоходного налога в Италии, и вдруг через 5 лет к вам приходит налоговая и говорит: вы платили 5%, в то время как мы считаем, что вы должны были платить эти 5 лет 43%. Будьте любезны заплатить разницу, которую вы, по всей видимости, просто забыли. Так что внимательно выбирайте налоговый режим. Главное, что оба вида на жительство, как для Digital Nomad, цифровых кочевников, так и для фриланс, лиц свободной профессии, позволяют получить постоянный вид на жительство. Постоянный вид на жительство– это особый статус, который вас почти приравнивает к гражданам Евросоюза. Он даже позволяет работать в другой стране. Называется это вид на жительство ЕС для длительного проживания. Статус постоянный, но документ выдают на 10 лет. Оба статуса, и фриланс, и кочевник, не обязуют вас постоянно проживать в Италии. Достаточно раз в полгода приехать даже на 1 день. Однако, если цель постоянный ВНЖ, о котором я сказал выше, за 5 лет вы не можете отсутствовать больше 10 месяцев совокупно. Для постоянного ВНЖ нужно знать итальянский язык уровня А2, не иметь судимостей, иметь доходы и жилье в Италии. Требования, кстати, довольно простые. Через 10 лет непрерывной прописки в Италии можно запросить гражданство Италии, для которого нужно иметь, опять же, доходы и жилье, не иметь судимостей в Италии и за ее пределами, предоставить свидетельство о рождении и сдать тест на знание итальянского языка уровня не менее B1. Но лайфхак: если вы сдали А2 и получили постоянный ВНЖ, сдавать B1 уже не нужно. Однозначно, виза цифрового кочевника вам обойдется дешевле, но эти расходы вы догоните и перегоните, уже проживая в Италии. Фриланс в этом плане, по моему мнению, выгоднее. Да, вы и сами можете посчитать примерные цифры, я это назвал. Так что внимательно взвешивайте финансовую часть и заглядывайте в будущее. Нужно ли вам перестраховаться на случай, если вы лишитесь дохода, а статус итальянского вида на жительство нужно сохранить? Фриланс это позволяет сделать, цифровой кочевник нет. Мы официально работаем более 20 лет в Италии в сфере иммиграционных услуг и бизнес-консалтинга и занимаемся как визой фриланс, так и визой цифрового кочевника. И главное, делаем разрешение для членов семьи через префектуру. И, что немаловажно, имеем большое количество положительных, самых разных кейсов и, конечно же, отзывов. Все контакты вы можете найти в описании и в закрепе.